Каракалы– это дикие кошки. Их родина Африка и Средняя Азия. Изначально этих кошек относили к рысям из-за большей схожести. У них такие же кисточки на ушах. Но потом ученые выделили каракалов в отдельный род. Несмотря на то, что это дикие кошки, человек все же приручил каракалов. И они вполне могут жить в очень просторной квартире или в доме. Название каракал пошло от турецкого слова «каракулак», что в переводе означает «черные уши». Всего существует 9 подвидов этих кошек, и некоторые из них очень редкие и находятся под угрозой исчезновения. Если сейчас каракала держат как обычную кошку, то в древности в Африке и в Азии с ними ходили на охоту. Даже в те далекие времена каракалов уже умели приручать. Обычно каракалы имеют песочный окрас. Очень-очень редко встречаются черного цвета кошки, но они настолько ценны, что стоят в разы дороже. Шерсть у каракалов короткая, но очень густая. Несмотря на то, что каракал большой и достаточно грозный кот, характер у него мягкий и покладистый. Если он живет в доме, то ничем не отличается от обычной кошки. Содержание каракала – удовольствие не из дешевых. Ест он в 3 раза больше обычной кошки, да и уход за ним серьезнее. Сейчас же каракал – одна из самых дорогих кошек, и позволить ее себе могут только состоятельные люди. Стоит этот питомец от 7 до 10 тысяч долларов. Чаузи. Эта порода кошек выведена скрещиванием домашней кошки породы абиссианская с диким камышовым котом. Селекционеры хотели получить новую породу, которая бы сохраняла внешность дикой кошки, но имела характер домашний. Первые представители новой породы были получены в конце 1960-х, начале 1970-х годов в США. Кошки этой породы любят общение и даже нуждаются в этом, но не любят сидеть на руках. Они очень подвижны, активны, игривы, умеют очень высоко прыгать, преданы своим хозяевам. Чаузи не рекомендуется содержать в квартире. Такому животному нужно много места для активного движения. Эти милые животные стоят от 8 до 10 тысяч долларов. Саванна. Это гибрид домашней кошки и африканского сервала. Эту породу начали разводить в США в 2001 году. Селекционеры стремились создать домашнюю кошку большого размера с экзотическим диким окрасом, но с покладистым характером домашней кошки, адаптированной для комфортного содержания в домашних условиях. Первые 2 котенка родились 7 апреля 1986 года. У них такое же вытянутое, стройное и мускулистое тело с очень гибкой шеей и длинными ногами, как у африканских сервалов. Именно благодаря своим уникальным длинным конечностям саванны быстро бегают, а высота прыжка достигает 3 метров. Кошки этой породы спокойны. Они очень хорошо приспосабливаются к жизни в любых условиях, но при этом требуют много места для постоянного движения. Эти кошки очень преданы своему хозяину, но и к остальным членам семьи относятся благосклонно. Что касается чужаков, то на них кошка не шипит и не бросается, а попросту игнорирует. Если вы вдруг по каким-то причинам решите отдать кошку постороннему человеку, саванна может не принять нового хозяина. Лучше всего заводить саванну, если вы живете в загородном доме, чтобы кошка могла бегать и охотиться на участке. А вот в квартире ей будет тесновато. В 2015 году кошки породы саванна были признаны самыми дорогими в мире. Саванны первого поколения стоят до 10 тысяч долларов. Американский керл. На настоящий момент существует 2 разновидности данной породы – полудлинношерстные и короткошерстные. Первая разновидность более популярна, чем вторая. Американский керл – это уникальная кошка из-за своей необычной формы ушей, которая у нее загнутая. Загнутая форма ушей стала результатом естественной мутации гена, отвечающего за форму ушей. Поэтому эту породу можно считать естественно возникшей, а не искусственно выведенной. Первый котенок с такой загнутой формой ушей появился на свет в 1981 году в Калифорнии. В настоящее время американский керл наиболее популярен в США. В других странах он встречается редко.
Американский кёрл – дружелюбная, игривая, нетребовательная и хорошо приспосабливающаяся к новым условиям проживания кошка. Она любит играть и нуждается в пространстве. Эта порода отличается высоким уровнем интеллекта и обучаемостью. Эти кошки быстро адаптируются и сравнительно легко переносят переезды и путешествия. В США американский кёрл может стоить до $1200. За пределами своей родины стоимость котят этой породы возрастает. Скотиш или шотландская вислоухая. Это порода кошек с характерным строением ушных раковин, которые загнуты вперед и вниз. Причиной необычной внешности этих кошек является генная мутация. Ближайший родственник скотиш-фолда, скотиш-страйт, отличаются породы только ушами. У первых они загнуты. Скотиш-фолдов начали активно разводить в 1961 году. Именно тогда выяснилось, что вислоухих шотландцев нельзя скрещивать с себе подобными. Котята рождались слабыми, болезненными, с кучей генетических аномалий и нарушений опорно-двигательного аппарата. Зато селекционеры выяснили, что в помете шотландцев встречаются не только вислоухие кошки, но и с прямыми ушами. И именно этот подвид наиболее удачно подходил для скрещивания с фолдами. Сейчас заводчики во всем мире предлагают как вислоухих, так и прямоухих шотландцев, и все они пользуются необыкновенной популярностью. Скотиш-фолды очень добродушные и ласковые кошки. Они достаточно скромны и спокойны и не будут навязываться хозяину, требуя внимания и ласки. Как правило, шотландские вислоухие кошки особенно привязаны только к одному члену семьи, хотя и к остальным относятся дружелюбно. К чужим людям относятся настороженно, а вот перемену места жительства воспринимают легко. За лучших представителей породы можно отдать до $3000. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. Всем пока!